Всем привет! Кто из вас любит мороженое? Я, наверное, самая первая. И белое, и кофейное, и фруктовое, любое. Сегодня я вам предлагаю связать вот такое замечательное мороженое, которое будет всегда рядышком и никогда не будет таять. Размер мороженого 8 сантиметров. Приступаем. Начинаем вязать рожок. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко. Я ставлю маркер. Второй ряд. Во втором ряду мы провязываем столбик без накида, прибавка. В конце ряда у нас будет 9 столбиков. Третий ряд. Вяжем столбик без накида, прибавка, столбик без накида. Так 3 раза. В конце ряда у нас 12 столбиков без накида. Так, вот такой у нас уже уголочек вырисовывается. И теперь вяжем четвертый ряд. В четвертом ряду мы будем провязывать 3 столбика без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас 15 столбиков. Довязываем этот ряд, и следующий пятый ряд мы будем провязывать 15 столбиков без накида. Шестой ряд. Вяжем 2 столбика без накида, прибавка, 2 столбика без накида. В конце ряда у нас будет 18 столбиков. Следующий седьмой ряд мы провязываем 18 столбиков без накида. Восьмой ряд. Провязываем 5 столбиков без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас 21 столбик. Довязываем этот ряд и следующий девятый ряд провязываем 21 столбик без накида.
10 ряд. Вяжем 3 столбика без накида, прибавка 3 столбика без накида. В конце ряда у нас будет 24 столбика. Довязываем этот ряд, и следующий 11 ряд мы будем провязывать 24 столбика без накида. 12 ряд. Вяжем 7 столбиков без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас будет 27 столбиков. Довязываем этот ряд, и следующий 13 ряд мы будем провязывать 27 столбиков без накида. В конце 13 ряда мы с вами будем менять цвет пряжи на белый или розовый, какой у вас цвет мороженого вы выберете, такое и будет. Ниточку эту обрезаем. Рожок у нас уже связанный, поэтому мы эти ниточки можем ввязать, можем просто завязывать узелками, будет все хорошо. Так, я их спрячу. И переходим к 14 ряду. Мы с вами будем 14 ряд вязать за задние полупетли. И будем провязывать 2 столбика без накида, прибавочка. И так 9 раз. В конце ряда у нас будет 36 столбиков. Два столбика, прибавочка. Пятнадцатый ряд мы провязываем 36 столбиков без накида за задние стеночки. То есть у нас второй ряд вяжется за задние стеночки. Так, 15 ряд. 36 столбиков, потом будет обвязочка, здесь будет очень красиво. Довязываем 15 ряд и следующие 5 рядов с 16 по 20 мы с вами будем провязывать по 36 столбиков без накида, но за обе стеночки, как обычно. Двадцать первый ряд. Вяжем 2 столбика без накида, убавочка, 2 столбика без накида. Так провязываем до конца ряда. В конце ряда у нас получится 30 столбиков. Двадцать второй ряд. Вяжем 3 столбика без накида, 1 убавочка. В конце ряда у нас будет 24 столбика. Двадцать третий ряд.
Провязываем столбик без накида, убавочка и столбик без накида. В конце ряда у нас будет 18 столбиков. Сейчас мы в это отверстие добавим холофайбер. Смотрите, что у нас получается. Вот такой замечательный рожок. Здесь мороженка. И мы с вами переходим к 24 ряду. В 24 ряду мы с вами вяжем столбик без накида, убавочка. В конце ряда у нас будет 12 столбиков. У меня такой зеленоватый холофайбер. Сюда, конечно, лучше белый. Но, в принципе, мы сверху закроем шоколадной глазурью. И будет все замечательно. Двадцать пятый ряд. Вяжем 6 убавочек. Или как я обычно делаю, я делаю 4 или 5 убавочек, а потом стягиваю кольцо. Ну, по правилам идет 6 убавочек. Пятый и шестой я провязываю уже таким соединительным. Все, обрезаем ниточку. Убираем маркер. Добавляем сюда еще холофайбер, чтобы было поплотнее. И стягиваем колечко. Теперь все это мы прячем. И вот смотрите, наша верхушечка закрыта. Немножко путаем нитку. Можете завязать узелок, но я не вижу в этом смысла. Мы с вами вязали 2 ряда за задние стеночки. Теперь здесь мы будем провязывать оборочку. Оборочку мороженого.
Присоединяемся. И провязываем 2 воздушные петли, прибавочка столбиками с накидом сюда же. Две воздушные петли и соединительный столбик в соседнюю. Дальше снова 2 воздушные петли. Сюда же провязываем прибавочку столбиками с накидом. Две воздушные петли и присоединяемся соединительным столбиком в соседнюю. И так мы продолжаем до конца ряда. Вот она, наша оборочка какая будет. Так дальше и вяжем. 2 воздушные петли, прибавочка столбиками с накидом, две воздушные петли, убежала, и присоединяемся. Итак, мы с вами будем провязывать 2 ряда. Вот этот и вот здесь на беленьком у нас еще, видите? То есть эти 2 ряда мы провязываем вот такой оборочкой. Теперь будем приступать к обвязке оборочки. Будем делать, смотрите, оборочку будем делать, вот мы вязали за задние петли, полупетли, теперь будем вязать вот за вот эти передние. Присоединяемся. Провязываем 2 воздушные петли. И теперь в соседнюю вяжем прибавочку столбиками с накидом. Дальше 2 воздушные петли, соединительный столбик в соседнюю. И отсюда провязываем 2 воздушные петли и в соседнюю провязываем прибавочку столбиками с накидом. 2 воздушные петли и делаем соединительный столбик в соседнюю. Две воздушные петли и в соседнюю провязываем прибавочку столбиками с накидом. Итак, мы с вами вяжем до конца ряда и провязываем затем второй ряд. То есть у нас получается двойная оборочка, одна и будет вторая. Мороженка почти готова. Теперь будем делать сиропчик или шоколадную глазурь. Как вам больше нравится это называть, так и будет. В кольцо амигуруми, первый ряд. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко. Вяжем второй ряд. Во втором ряду мы с вами будем провязывать 6 прибавок. И в конце ряда у нас будет
12 столбиков без накида. Третий ряд. Мы провязываем столбик без накида, 1 прибавка, в конце ряда 18 столбиков. Здесь я убираю маркер, и мы будем с вами формировать вот эти вот потеки шоколадные. Потеки можно делать одинакового размера, можно делать разные, одни длиннее, одни короче. Поэтому сейчас делаем 5 воздушных петель. Назад провязываем 4 столбика без накида. И сюда, в соседнюю, провязываем соединительный столбик. Смотрите, вот такой у нас потек получается. Можно делать длиннее или короче. Будем чередовать. Сейчас был на 5, можно сделать на 3. Опять же, если мы хотим много потеков, то можно с каждого делать. Но я перехожу в соседнюю. В соседнюю провязываю соединительный столбик. И отсюда провязываю 3. Раз, два, 3. Возвращаюсь. 2 столбика без накида. В соседнюю соединительный столбик. И еще один соединительный столбик. Теперь провязываю, там мы провязывали 5, можно 6, можно 7. 7. Возвращаемся 6 столбиков без накида. Соединительный столбик и еще один соединительный столбик. Вот так вот, видите, у нас получается. Если мы приложим к мороженку, смотрите, у нас получается вот такие короче, длиннее, разные такие размером, разные потеки. И также произвольно продолжаем дальше. Допустим, сделаю 4. Возвращаемся на 3 столбика без накида. Соединительный столбик, соединительный столбик. 5. Возвращаемся на 4. Я это писать не буду. Я думаю, вы сами прекрасно поняли, как это делать. И у каждого будут свои потеки, такие разные. В этом, наверное, и фишка. Можете делать все одинаково. Допустим, по 5 или по 4. Так, 5 хочется длинную, да? На 7.
И еще, если вы хотите их, вы можете пришивать. Если не хотите пришивать, вы можете их приклеить. Тут уже ваш выбор, как вам больше понравится, так вы, конечно, и сделаете. Я, если честно, еще не решила, как буду делать. Так, соединительный, еще соединительный. Теперь здесь коротенький надо сделать на 3. Так, и еще один остался у нас. Тоже, наверное, длинный, да, сделать? На 7. Тут, мне кажется, наоборот, вот чем разнообразнее длина, тем интереснее будет смотреться. И все. Если пришиваем, оставляем длинную ниточку. И вот смотрите, я глазурь приколола булавочками, такими иголочками. Вот такая она у меня разнообразная. И теперь осталось только ее пришить. Пришивать будете самостоятельно, здесь ничего сложного нет. Вот так вот прихватываем по чуть-чуть. Либо приклеиваете. Тут уже кто что выбрал. Но с пришиванием глазури, я думаю, вы прекрасно справитесь самостоятельно. Я пришила глазурь. И теперь можно здесь сделать, конечно, прихватить карабинчиком, а можно сделать просто подвеску из пряжи. Поэтому я иголочкой выхожу сюда в серединку. Где у нас серединка? Вот смотрите, у нас первый ряд, где 6 столбиков. И я выхожу между первым и вторым. Так. Теперь крючочком прихватываю и провязываю воздушными петлями цепочку. Так, вот я 40 связала. Смотрите, вот такая вот получается петелечка. 40-45 можно. Сорок пять. Все. И теперь я сейчас иголочкой все это закреплю. Вот я вставила иголочку, смотрите. И закрепляю. Здесь, правда, у меня маленький кончик остался, но ничего страшного. Можно здесь сделать узелок
его не видно будет. И потом спрятать ниточку. Все, и прячем нитку. И вот наше мороженое готово. Такой красивый, интересный брелок на лето. Самое то на лето. Я еще, правда, думаю попробовать украсить глазурь вот эту. Может быть, бусинками или бисером. Сейчас я посмотрю. Я мороженка вышила пайетками, не сильно светлыми. Можно пришить бусинки, можно пришить бисер, все что угодно. В общем, вот такая красота у нас с вами сегодня получилась. Пишите в комментариях, понравился ли вам мастер-класс, понравился ли вам брелочек, делали вы такой или нет, и какого цвета у вас само мороженка. Белое, может быть клубничное розовое или шоколадное? Пишите. До встречи!